Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня поговорим про топ-5 шарометов, пожалуй, лучших в 2021 году. В первую очередь это мое мнение, но если вы с чем-то не согласны, то рад буду услышать ваше мнение в комментариях. Поехали! Пятое место в нашем топе занимает First Strike, пневматический револьвер-шаромет. Кто не в курсе, что из себя представляют шарометы, то советую ознакомиться с видео в описании к этому видео. Так вот, First Strike — это револьвер 50-го калибра. Простые в загрузке вращающиеся цилиндры вмещают 6 шариков ФСР или 6 стандартных шариков для пейнтбола калибра 50 и стреляют со скоростью в 280 футов в секунду, что на наши получается плюс-минус 85 метров в секунду. Питается данный аппарат 12-граммовыми баллончиками СО2, который располагается в рукоятке. Что касается особенностей First Strike, полностью алюминиевая конструкция, в комплекте 2 барабана, модульный клапанный узел для регулировки скорости. Ценник данного аппарата составляет порядка $150, что на наши получается порядка 10,5 тысяч рублей. Двигаемся дальше. Четвертое место. HDP-50. Пневматический шаромет от компании Umarex. Корпус пистолета выполнен из пластика, а механизмы в корпусе выполнены из металла. Источником энергии все так же служит 12-граммовый баллончик СО2. Для стрельбы используются резиновые шарики 50-го калибра, если быть точнее 12,7 мм. Но также помимо резиновых шариков он использует меловые, пейнтбольные и перечные шары. Игла прокола расположена в нижней гайке рукоятки. При необходимости нужно ударить по гайке прокола баллончика, и пистолет готов к стрельбе. Что касается энергетики, то он выпускается в двух вариантах: до 7,5 джоулей и до 11 джоулей. Емкость магазина 6 шариков. Начальная скорость 135 метров в секунду. Вес 682 грамма, а ценник его в среднем порядка 20 тысяч рублей. Третье место. Byrna HD. Пистолет имеет 68-й калибр, если быть точнее 17,3 мм, и является пневматическим. Работает на уже привычных нам СО2 баллонах, только в данном случае не от 12-граммовых, а от 8-граммовых. На секундочку, данные 8-граммовые баллончики не так уж и популярны. С чем связан выбор производителем данных баллонов, непонятно. Магазин с шариками располагается в рукоятке и является пятизарядным. По заявлениям производителей, одного СО2 баллончика хватает на 15-20 выстрелов, то есть 3-4 магазина. Стреляет как резиной, так и перцовыми, меловыми и пейнтбольными шариками. Что примечательно, при установке нового баллона в пистолет не происходит его разгерметизация. Распечатывание баллончика происходит в момент его первого выстрела. Шарики продаются в тубе по 5 штук. Так, например, 5 шариков перцовых обойдутся в $25, что на наши получается 1800 рублей. По этой же цене обойдутся тренировочные шарики с мелом. Что же касается мощности, то это порядка 6 джоулей, а скорость полета шарика 100 метров в секунду. По цене данный аппарат стоит в среднем $350, что на наши получается порядка 25 тысяч рублей. Второе место. Пневматический дробовик HDS 68-го калибра. Производство компании Umarex. Напомню, что про каждое устройство, представленное в этом видео, у меня есть отдельный обзор. Ссылочки будут в описании. Заходите и ознакомливайтесь, кто хочет узнать немного поподробнее о данных аппаратах. Итак, HDS 68 является представителем семейства T4E от Umarex. По моему мнению, очень крутая линейка и вообще задумка. Визуально данный обрез с горизонтально расположенными стволами без нарезов. Калибр, как уже говорилось, 68-й.
что получается 17,3 мм. Работает от привычного нам 12-граммового баллончика и может стрелять двумя резиновыми шарами, сразу или по отдельности, но тут стоит заострить внимание на боеприпасах. Помимо перцовых резиновых, меловых и пейнтбольных шаров, также кушает и шары с остальным шариком и другие разработки иностранных производителей. В основном обрез изготовлен из полимера, но УСМ и ствол стальные. Сверху расположен рычаг селектора, позволяющий выбрать ствол, который будет стрелять, или выбрать сразу оба ствола. Под стволом расположилась планка Пикатини, которая может нести на себе ЛЦУ, фонарь или, например, тактическую рукоятку. Что касается мощности, то он выпускается в двух вариантах – 7,5 джоулей и 16 джоулей. Вес его 1600 грамм. Ценник же на него составляет порядка 40 тысяч рублей. Нехило, конечно, да? Но мы уже привыкли, что иностранные девайсы стоят примерно так. Для наглядности покажу вам фрагменты тестов, видео которых любезно предоставил товарищ из Франции, за что ему большой респект. Ссылочки на его канал будут в описании к этому видео, залетайте и ознакомливайтесь. У него годный контент и интересные тесты. И вот, плавно добрались до первого места, которое, по моему мнению, занимает HDR50. Производство компании Umarex. Официальной сертификации на территории РФ у него нету, как в принципе и у образцов выше. Но за границей он позиционируется как первоклассная защита дома. HDR имеет калибр 50, достаточно большую дульную энергию и внушительный внешний вид. Кстати, что касается энергии, он выпускается в варианте 7,5 джоулей и 11 джоулей. Имеет легкозаряжаемый вращающийся магазин, а именно барабан, а питание подается от баллончиков СО2 12-граммовых и приводящегося в действие по классике линейки Т4Е ударом ладони о нижнюю часть рукояти. Вес его составляет 675 грамм. Питается и кушает практически все шары аналогично обрезу. Одного баллончика хватает на порядка 20 выстрелов, а начальная скорость составляет порядка 134 метров в секунду. Цена же на данный аппарат в среднем 21 тысяча рублей. Вот такая вот подборка получилась. Кому интересно будет узнать о каждом аппарате отдельно, прошу в описании под видео. Там будут все ссылочки на подробные обзоры. Понравилось видео? Тогда поддержи меня бодрым лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока.